ночь работала легендарная дорога жизни. Но пока за сутки она не могла обеспечить даже 1/3 дневной нормы продовольствия и боеприпасов, необходимых Ленинграду. В начале декабря 1941 года майора Звягинцева неожиданно вызвали в штаб Ленинградского фронта. Скрытный вы. Это почему? 2-ю звездочку получили и молчите. Откуда ты узнал? У шоферов глаз наметанный. Сейчас заметил. Сегодня только получил. За тот бой? За тот. Поздравляю вас, товарищ майор. Как говорится, от души. Спасибо. А ты что получил? Если шоферам за каждую ездку ордена давать, серебра и золота в стране не останется. Да. Обязательно напишу в штаб дивизии. Получишь орден. Я ордена не хочу. Мне медаль хочется за отвагу. Одну за всю войну. Товарищ, вы же замерзнете. Послушайте, здесь человек замерз. Завтра заберут. Как завтра? Что вы говорите? По графику машина через день покойников подбирает. В городе свирепствовал голод. Ленинградцы умирали. Но они отдавали свою жизнь как герои, разящие врага до последнего вздоха. И смерть их призывала живущих к настойчивой неукротимой борьбе. И борьба продолжалась с невиданным упорством. Все, ребята, снимайте. Ток выключи. Ну что, Маркелыч, циркачом заделался? На трапециях работаешь? Ноги не держат. А это я сам придумал. Моя работа. Эх вы, горе изобретатель. Сами не могли сварить? Знатный токарь понадобился. Да мы смогли бы. Маркелыч сам настоял. Здесь опытный сварщик не сразу поймет, в чем там дело. Вот, знакомьтесь. Знатный токарь Губарев Василий Маркелович. Это Звягинцев, майор, приехал на завод оборону укреплять. Ребятки, пойдемте, там подсобить надо. Ну как, Маркелович, живем? Возле стационара оклемался немного. А ты вот, Максимыч, у ребят отбери продуктовые карточки. Сдай их в столовую. Сейчас знаете, как они? Продукты на неделю вперед забирают и за 2 дня съедают. Дети. Ладно, Маркелович, подумаем.
Иван Максимович, я все понял. Но я получил приказ создать укрепление со стороны Финского залива на подступах к заводу. Да. Да. Иван Максимович, положение-то угрожающее. Ты меня не агитируй. Вот соберем людей, им расскажешь. Обрисуешь обстановку. Еще. Летом-то залив Балфлот охранял. А сейчас, если немцы бросят по льду крупный десант, им ничего не стоит по окрепшему льду подойти к вашему заводу. Надо укрепить десятки имеющихся дзотов, построить сотни новых, прорыть около 3 километров траншей. Один я ничего не сделаю. Нужны люди. 150 человек. Ну, минимум 100. Слово имеет секретарь горкома товарищ Кузнецов. Трудно. Очень трудно, товарищи. Нет света, нет тепла. Мы голодаем. Здесь нет военной тайны, что с каждым днем у нас умирает все больше людей. И вот еще то, о чем только что говорил товарищ Звягинцев. Укрепление берега Финского залива. И вот, может быть, у кого возникнет такой вопрос. А не зря ли все это? Вот какое письмо пришло в Смольный. Сейчас я его прочту. Многоуважаемый наш вождь, товарищ Жданов, я, рядовой рабочий, пишу вам потому, что у меня не имеется больше сил терпеть эти мучения. Мы все обречены, и вы это хорошо знаете. Люди мрут тысячами. Скоро начнется голодный бунт. Погодите, я дочитаю до конца. Как преданный пролетарий, я от имени таких же простых людей прошу вас объявить Ленинград открытым городом по примеру цивилизованной Франции. В наших газетах писали, что именно таким городом был объявлен Париж. И что же? Никто там не голодал, и никто не умирал. И все, что было в нем культурного, сохранилось, а у нас культура не меньше, чем в Париже. Поэтому от имени пролетариев прошу вас поступить культурно и объявить по радио, что Ленинград теперь открытый город. К сему Андреев В.В., рабочий Кировского завода. Эту сволочь! Тихо, товарищи! Вас интересует, где эта сволочь? Докладываю. Она ходит безнаказанно. Почему? Почему? Потому что такой сволочи у нас на заводе нет. И вообще нет такого человека во всем Ленинграде. Фальшивка оказалась это. Липа. Но ведь кто-то же это письмо доставил в Ленинград и опустил его в почтовый ящик.
Значит, нужна еще большая бдительность, товарищи. Бдительность и еще раз бдительность. Ну, а что мы ответим товарищу майору? Войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях под Москвой, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику вооружения и неся огромные потери. Кто идет на строительство укреплений, собраться у штаба обороны. Я требую прекратить отступление, Гудериан. Почему русские могут стоять насмерть? Может быть, вы хотите сказать, что солдат Великой Германии менее способен на подвиг, чем русский большевик? Русских вообще, а большевиков тем более я ненавижу, мой фюрер. А мои солдаты не щадят жизни во имя Германии и своего фюрера. Так почему же они отступают? Мой приказ окончателен и бесповоротен. Отступление прекратить. Теперь, когда мои солдаты узнают, что я лично взял на себя командование войсками, они сами не отойдут ни на шаг. Мой фюрер, ваш приказ – закон. Но выполнить его значит перейти к ведению позиционной войны на неподходящей для этого местности. Мы понесем новые жертвы без всякого смысла. Вы хотите сказать, что у меня и на этот раз украли победу? Сначала ее украл фон Лейб, а теперь фон Бок? Воры. Все вы воры и трусы. Не только Слюнтя и Браухич, но и все вы. Вы, Кейтель, вы видели, что во главе моих храбрых солдат стоят трусы и молчали? Зачем вы носите пистолет, Кейтель? Вам давно следовало бы произвести из него хотя бы единственный выстрел. Но вы трус. Вы никогда не застрелитесь. Все вы трусы и воры. Хорошо. Вы получите мой приказ. Получите сегодня же. Алёша! Алёша! Ты мое письмо получила? Трудно сейчас, Алёша, думать о будущем. Ну как же без будущего? Ради этого... Не надо об этом. Тяжелы страдания народа. Наши, Дарья Власевна, с тобой. О, ночное воющее небо. Давай. Дрожь земли. Совсем не будем говорить о войне. Бедный ленинградский ломтик хлеба. Он Вот ее совсем нет. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви. Вера, в операционную! Что минутами в смятении ты сама себя не узнаешь. Вынесу ли,
хватит ли терпения. Ну вот и все, Алёш. Вынесешь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власевна, еще немного. День придет, над нашей головой пролетит последний. Бергольц, узнаю по голосу. Да, это Оля. Какой далекой, давней нам с тобой покажется война. В миг, когда толкнем рукою Так, чем могу быть полезен? Вы меня не поняли. Мне поручили пригласить вас выступить по радио. Меня? Зачем? И о чем? Ну, сейчас, как вы понимаете, тема одна: война, блокада. У нас выступает композитор Шостакович, писатели Вишневский, Тихонов, Саянов или вот Ольга Бергольц. Благодарю вас. Значит, в 10 утра мы вас ждем завтра на радиостудии. К сожалению, у нас нет машины. Но я готов зайти за вами. Не утруждайте себя, я сам. До свидания. Я провожу вас. Облик твой запечатлят простой. Вот такой же, смелый, на скороповязанном платке. Вот такой, когда под артобстрелом ты Прошу. прошел в руке. Только не забудьте захватить с собой текст выступления. Да-да, конечно. Что такое? Вам плохо? Нет. Просто у вас паркет натерт. Угу. До свидания. Да-да. Паркет. Да. Разрешите? Федор Васильевич, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Васильевич. Спасибо, что пришли. Текст выступления написали, да? Да-да. Благодарю вас. Я, кажется, не кстати. У товарища несчастье. Да, вернулся он из командировки. Отец и мать и все домашние при смерти. Когда я узнал, что мне предоставлена честь говорить с вами, то я подумал, кто я такой, чтобы просить вас, воины и труженики, выслушать меня. Что сделал я в своей жизни? Построил несколько домов. 2 из них уже разбиты немецкой авиацией и артиллерией. Написал несколько книг по архитектуре, но ведь это же капля в море. И все-таки я гордился тем, что и после моей смерти будут еще долго стоять построенные мною дома. Но сегодня я горжусь только тем, что на мне солдатская шинель, которую я получил, когда был в ополчении. И я хочу сказать всем, кто слушает меня, нет сегодня академической мантии, которой я предпочел бы этой шинели. Мне всю жизнь казалось, что на свете все тленно и относительно. Вечно только то, что сделано из камня. Но война заставила меня понять, что нет ничего выше человека, носителя и защитника великой идеи. Мне раньше казалось, что голод и холод, угрожающая коса смерти, заставляют человека цепляться за жизнь любой ценой. Но я ошибался. Более 6 десятилетий прожил я на свете. И мне никогда так не хотелось жить, как хочется теперь. Я хочу дожить до победы. Я хочу увидеть победу правды над ложью. И не верьте тем, кто говорит вам, что ложь может победить хотя бы на время. Гоните этого человека, как бы близок он не был вам раньше.
Если же сомнение прокралось в вашу собственную душу, значит, вы уже мертвы. И не верьте, что временные победы, которыми бахвалится враг, могут спасти его от конечного поражения. Будет и на нашей улице праздник. Вы слушали выступление архитектора Федора Васильевича Валицкого. Сюда нельзя, товарищ майор. Отставить! Опомнитесь, товарищ майор, сюда нельзя, вы же военный человек. Когда? Вчера вечером. А люди? Что люди? Всю ночь разгребали, только мало в живых-то осталось. И вот и все, Алеша. В апреле 1942 года в Ленинград прибыл новый командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Говоров Леонид Александрович. Может быть, остановимся? Переждем, товарищ генерал-лейтенант? Нет. Как вам показался город, товарищ генерал? Чисто. На фотоснимках я видел Ленинград в сугробах. На днях окончился трехнедельник по очистке города от снега. На улицы вышли все, в ком силы были, и старый, млад. За всю блокаду ни одного случая инфекционных заболеваний. Не работал водопровод, канализация. Представляете, сколько это стоило сил? Представляю. К тому же блокада еще не кончилась. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте, Леонид Александрович. А я уж стал волноваться, не случилось ли чего по дороге с аэродрома. Я попросил начальника штаба сделать круг по городу. Давно не был в Ленинграде. Добро пожаловать. Благодарю вас. С чего думаете начинать, Леонид Александрович? Хочу прежде всего уяснить для себя, где находится противник. То есть я должен знать точно, где, какие части и их укомплектованность. А также состояние наших укреплений и коммуникаций в местах возможного прорыва противника. Вы были у товарища Сталина? Так точно.
Верховный главнокомандующий вызвал меня перед назначением. Суть его указаний сводится к 3 задачам. Первое. Не допустить дальнейшего разрушения Ленинграда осадной артиллерией противника. Вторая. Превратить город в абсолютно неприступную крепость. Ленинград и так называют городом-крепостью. Я видел участок обороны за Нарвской заставой. Он может не устоять при новом штурме. Третье. Накопить силы для будущих наступательных боев. Вам известно, что Ленинград еще находится в крайне тяжелом состоянии? Да, известно. Вы торопитесь? Да, Андрей Александрович. Встали с дороги, хотите отдохнуть? Никак нет. Я, очевидно, не рассчитал время и приказал начальнику штаба в 20:30 прислать ко мне начальника разведки. Сейчас 20 часов 22 минуты. Что ж, не буду вас задерживать. До свидания. До свидания. До свидания. Как профессор на кафедре. Вот-вот экзамен начнет учинять. А Жуков дает отличную характеристику. Петербург задыхается в кольце нашей блокады. Нет, это большевики блокировали 2 моих армии и воздушный флот. 11 месяцев они не дают возможности сотням тысяч немецких солдат принять участие в операциях, которые решили бы исход войны. Умирающий держит за горло живого. Ленинград и Сталинград — олицетворение большевистской России. Судьба Сталинграда, можно сказать, уже решена. Но Ленинград вонзился в тело немецкой армии, как отравленная стрела. Я спрашиваю вас, Манштейн, можно вынуть эту стрелу? Вы уверены, мой фюрер, что переброска с юга на север 11-й армии не отсрочит захват Сталинграда? Чепуха. Сталинград преподнесет мне Паулюс. Но победа будет неполной, если на севере все останется без изменений. Взгляните еще раз на карту, Манштейн. Войска Клюге фактически скованы подмосковной группировкой противника. А войскам фон Бока после захвата Сталинграда предстоит длинный путь на Кавказ, к Каспийскому морю и дальше, и дальше. А их нужно подкрепить. И мне как раз не достает тех армий воздушного флота, которые находятся у Кюхлера. С Петербургом надо покончить, Манштейн. Я не связываю вас с выбором направления, с которого следует предпринять последний штурм этого проклятого города. Залейте его огнем. Разбейте осадными орудиями. Этот город не нужен нам. Сделайте это, Манштейн. И Германия не забудет вашего подвига. Я сделаю, мой фюрер. Есть основания полагать, что враг намерен вновь штурмовать город. Встретить его нужно во всеоружии. Родина, партия, наша собственная совесть не простят нам, если мы позволим расслабиться, и противник воспользуется этим. Необходимо в кратчайший срок превратить Ленинград в город-крепость. Для ленинградцев это звучит привычно. Я бы даже сказал, слишком привычно. Но мне кажется, что понятие «город-крепость» воспринимается некоторыми как категория, ну, скажем, чисто эмоциональная. Она должна стать категорией инженерной, измеряться точными объективными показателями, количеством и качеством укреплений. Неслыханно. Что это там за трубы? Это Кировский завод, господин фельдмаршал. Выпускает танки. Когда же он возобновил работу? Он не прекращал ее. За это время можно было превратить город в развалины. Как называется улица, на которой расположен завод?
улица Стачек. Стачек? Что это значит? Я не знаю, господин фельдмаршал. Наверное, это имя какого-нибудь большевика. Поразительно. Я видел петербургские улицы, трамваи, людей, которые рассказывают, как ни в чем не бывало, в то время как вы стоите тут совсем рядом. Мы уже привыкли к этому, господин фельдмаршал. Придется отвыкнуть. Чтобы покончить с Петербургом, у меня есть 2 недели. Максимум 3. Разрешите, Алексей Александрович? Пожалуйста, Леонид Александрович. Зашел на огонек. Оказывается, не только мне не спится в такой поздний час. Точнее сказать, в такой ранний час. Присаживайтесь, прошу вас. Благодарю. Что нового, Леонид Александрович? Противник штурмует Сталинград. Полагаю, что после падения Севастополя Гитлер перебросит высвободившуюся осадную артиллерию сюда против нас. Надо форсировать строительство новых укреплений. Понимаю. Думаю, что страна находится накануне большой опасности. Если мы потеряем юг, положение резко ухудшится. Вот, если разрешите, по личному вопросу. Первичную организацию штаба Ленинградского фронта. Прошу принять меня в ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков, вне которой не мыслю себя в решающие дни жестокой опасности для моей родины. Говоров. Новую операцию штурма и взятия Ленинграда Гитлер назвал «Фойерцаубер» – «волшебный огонь». Начало операции Манштейн назначил на 1 сентября 1942 года. А 27 августа грохот артиллерии возвестил о начале советского наступления Волховского и Ленинградского фронтов на Синявинско-Мгинскую группировку немцев. В результате упорных боев рухнул еще один тщательно разработанный план немцев захватить Ленинград. Настала пора подготовки к решающему прорыву блокады. Вдоль всего берега отрыта траншея полного профиля с большим количеством врезанных прямо в берег на разных уровнях долговременных точек. За развалинами ГЭС-пушки и минометы. Дальше 2-я траншея. В полкилометре от берега оборонительное сооружение усиленного типа. К этому следует добавить большое количество дотов в подвалах разрушенных зданий населенных пунктов. Измаил какой-то. Товарищ командующий фронтом, разрешите обратиться к генерал-майору? Обращайтесь. Что стряслось, подполковник? Ночью замечен шум в расположении войск противника. Танки? Разведка установила, насосами качает воду из Невы и заливает берег. Еще не легче. Теперь прямо хоть на коньки всех ставь. Вы давно здесь, подполковник? 2-й месяц. Каково же ваше впечатление? Думаю, товарищ командующий фронтом, что концентрация наших войск не осталась незамеченной противником.
Прикажите, товарищ Духанов, усилить скрытность сосредоточения войск. Топку землянок производить только ночью. Боеприпасы и питание к переднему краю доставлять на руках. А чтобы при штурме не было неожиданностей, необходимо с бойцами на учениях отрабатывать все до мелочей. Каждый маневр, каждую деталь. Ясно, товарищ командующий. Одно не пойму, на кой ляд столько лестниц готовим? Говорят, в Ленинград пошлют на ремонт Исаакиевского собора. Скажешь тоже, на Исаакии как на небо взбираться. Звягинцев! Алексей! Иван Максимович, здравствуйте, дорогой. Каким образом вы здесь оказались? А я, друг ты мой золотой, всегда оказываюсь там, где мне и надо. Я вот в полевой танкоремонтной бригаде от завода работаю. А тут, понимаешь, смотрю, по деревьям твоя фамилия висит. А ты мне как раз и нужен. Ты что же это, сукин ты сын, Вере о себе знать не даешь? А? Значит, жива? Жива, жива. Где она? Где? Там где-то, в госпитале, на большой земле лежала. Но после лечения на Волховский фронт направили. А меня сюда перебросили. Человек, как говорит, полагает, а война располагает. А ты тоже хорош. Не мог о себе весточку ко мне на завод прислать. Это вот от нее письмо. Тут и о тебе прописано. Читай. Я его наизусть знаю. Писала Алёша Звягинцеву, но письмо вернулось с пометкой «Выбыл». Всем сердцем надеюсь на лучшее. Если встретишь, то передай. Помню и думаю о нем. Рад, товарищи ленинградцы, что мы снова вместе в такой исключительной важности для Ленинграда момент. Товарищ Сталин прислал меня сюда в качестве представителя Ставки. А на Волховский фронт Ставка направила тоже вашего старого знакомого, генерала армии Жукова. Всем присутствующим известно, что Ставкой утверждена операция «Искра». Слово имеет командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Говоров. Пожалуйста, Леонид Александрович. Товарищи, Ставка Верховного Главнокомандования приказала Ленинградскому и Волховскому фронтам перейти в наступление и прорвать блокаду Ленинграда. Вот здесь, между 8-й ГЭС и Шлиссельбургом. Дальнейшее развитие наступления, рабочий поселок номер 5, с последующим ударом на юг, то есть на Синявино. В районе рабочего поселка мы должны встретиться с войсками 2-й ударной армии Волховского фронта. Броску через Неву будет в течение 2 часов 20 минут предшествовать артиллерийская подготовка силами 2 фронтов Балтийского флота и Невского укрепленного района. Наступление начнется завтра, 12 января в 9:30. Первыми на штурм идут дивизии полковника Трубачева, генерала Симоняка, полковника Борщева и генерала Краснова. Вопросы? Полагаю, товарищ маршал, все ясно. Конкретные задачи командира дивизии уже получили. Слово имеет Андрей Александрович Жданов. Товарищ, я обращаюсь к вам
от имени нашей большевистской партии, от ее ленинградской организации, как коммунистам. В жизни каждого коммуниста, а мы здесь с вами все коммунисты, и партийные, и беспартийные, бывают особые моменты, когда проверяется сила его души, его воля. И вот сейчас наступает именно такой момент в жизни каждого из нас. Прорыв блокады – это не просто военная операция, нет. Это наш долг перед Ленинградом. Перед памятью великого вождя, имя которого носит город. Перед всем нашим советским народом. Товарищ генерал, командиры полков на проводе. Говорит Симоняк. В атаку! Симоняк. Полки дивизии форсировали Неву и продолжают наступление. Подтягиваем танки и артиллерию. Разрешите перенести туда мой НП. Связь буду поддерживать по радио. Разрешаю. Надо попытаться, Ферч, остановить русских фланговым ударом. Отсюда. Наступление со стороны Волховского фронта также нарастает. Не исключено, что русские собираются покончить с нашим бутылочным горлом. Они соединятся где-то здесь и отрежут нас от Шлиссельбурга. Не дай бог. Wo haben die Russen nur so viele Truppen her?
Откуда русские накопили столько сил? Все может быть. Счастье в последнее время все чаще изменяет нам. Вводите в действие все резервы. Все. Двиньте сюда танковый полк. Где этот зазнавшийся любимчик фюрера? Вызван по вашему приказанию? Сейчас ночь, господин генерал. И, судя по карте, туда нет никаких дорог. Утром доложите об исполнении приказа или лишитесь своих подполковничьих погон. Вы мне их добавили. Что? О вашем поведении мы поговорим позднее. Думаю, что его не одобрит и сам фюрер. Данвиц часто вспоминал слова Гитлера, сказанные ему перед началом войны. Тот мир, который я построю, будет принадлежать таким, как ты, Данвиц. Через 5 недель после начала Восточной кампании мы будем праздновать победу. Но тут же возникал голос умирающего капитана Мюллера. Вы видели, майор, как бурят землю? Сначала бур идет легко, потом все труднее, потом он начинает крошиться. Нам просто казалось, что это русская земля мягкая, а то был первый поверхностный слой. Дальше границ. Уже светает, а нам еще километров 20 тащиться. Плевать. Пусть Линдеман сам попробует на брюхе ползти через эти сугробы. Варварская страна. У них даже женщины в ватных штанах ходят. Хотите шнапсу? Давайте. Слушаю, Георгий Константинович. Какая у тебя обстановка, Климент Ефремович? До сегодняшнего утра была нормальная. У тебя-то как, Георгий Константинович? Наступление развивается успешно. К сожалению, трудно использовать танки, кругом торф. И нам с танками трудно. Легкие прошли, а тяжелый лед не выдерживает. Готовим настилы. Имей в виду, Линдеман подтягивает резервы отовсюду, откуда может. Я пленных сам допрашивал. Вам надлежит, подполковник, срочно сформировать 2 сводных батальона из личного состава укрепрайона и занять рубеж вблизи 2-го городка, вот здесь. Противник потеснил части дивизии Борщева. Если ему удастся выйти к Неве, весь наш правый фланг окажется под угрозой. Диагностировку подразделений на местности произведете лично сами. Есть произвести лично самому. Откуда могли появиться танки? По данным разведки их там не было. Черт их знает. Товарищ подполковник, 21-й. Товарищ первый! Противник атакует в стык между... Знаю. Только что звонил Борщев. Твоему батальону не с места. Я приказал артиллеристам поставить заградительный огонь. Разрешите лично отбыть в расположении батальона Вострышева. Вместо меня на КП останется начштаба Соколов. Разрешаю. И помни, стоять насмерть. Несколько машин подбили. Остальные могут прорваться. Выкатывай орудие на прямую наводку. Комбат, выкатывай орудие на прямую наводку.
Танки и пехота прорвались на наши позиции. Прошу поддержки. Срочно! Не тебя одного атакуют. Меня тоже жмут танки и пехота. Молодцы, артиллеристы! Приготовиться к отражению новой атаки! Огонь. 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 Вот, смотри! Молодец, Борщев. Помог таки. Ну теперь посмотрим, чья возьмет. Танк подбит. Все ранены, прошу помощи. Что случилось? Почему повернули назад? Я Орел. У меня горят 4 машины. Отхожу в рощу Круглая. Орел, Орел. Приказываю продолжать бой. Шмидт, вы слышите меня? Приказываю продолжать бой. Господин подполковник, вас требует генерал. Что происходит, подполковник? Ваши танкисты бегут, как крысы с тонущего корабля. Они не бегут, господин генерал. Их в упор расстреливают, сжигают. Вы трус, Данвиц. Бессмысленно рассчитывать на успех, если командир настроен панически. Я никогда не был трусом, господин генерал. Но вы же сами видите, русские окружают нас. Я не знаю, как спасти остатки полка. Не знаете? Тогда я вам скажу, что надо делать. Это будет ваш последний шанс, подполковник. Что это? Стариков и детей гонят впереди. Что же они делают, гады? Что будем делать, товарищи командиры? Танки прицельным огнем остановлю. А как уберечь людей? Людей я положу. Пусть твои с флангов отрежут автоматчиков. Хорошо. Для тебя моя поднятая рука — сигнал огонь. Ясно? Ясно. Зачем же сами, товарищ подполковник? Давайте я. Не стрелять, подпустить ближе. Знаем, что русские намерены предложить нам. Я подниму руку, и все вы должны броситься на землю. Все! Альтер, Альтер, что говорит этот русский? Фамилия, звание, должность и номер части. Данвиц. Арнем Данвиц. Оберстлейтенант. Подполковник. Командир. Eines Panzerregiments. Командир танкового полка. Давно ваш полк под Ленинградом? С сентября 41 года. И на что вы надеялись? Мы рассчитывали, что русские, не выдержав блокады, поднимут белый флаг. Если бы такой флаг появился, он был бы мгновенно сдернут сотнями тысяч рук ленинградцев.
Я видел разных русских. Были и такие, которые соглашались сотрудничать с нами, особенно в первые месяцы нашего выступления. Куда ты? Там мины! Удары наносятся изнутри блокадного кольца, через Неву и со стороны Волхова. Я буду карать вас и Кюхлера как изменников. Вы предали, Линдеман, моих верных солдат, задыхающихся в котле под Сталинградом. Соединились, товарищ командующий. Поздравляю! Молодец, комдив. Передаю трубку Андрею Александровичу. Товарищ Симоняк, примите и мои поздравления. Завтра весь Ленинград будет знать о вашей замечательной победе. После 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. О, дорогая, дальняя, ты слышишь? Разорвано проклятое кольцо. Ты сжала руки, ты глубоко дышишь, в сияющих слезах твое лицо. Мы тоже плачем, мама, и не стыдимся слез своих. Теплей в сердцах у нас бесслезных и упрямых, не плакавших в прошедшем феврале. Пусть эти слезы сердце успокоят, а на врагов расплавленным свинцом пускай падут они в минуты боя за все, за всех задушенных кольцом. О, наша месть, она еще в начале. Мы длинный счет врагам приберегли. Мы отомстим за все, о чем молчали, что скрыли от большой земли. Мне никогда так не хотелось жить, как хочется жить теперь. После соединения фронт разворачивается на юг. Начинается наступление на Синявинские высоты. Твои батальоны оказываются на правом фланге. Задача – доукомплектовать их за счет оставшихся частей укрепрайона и закрепляться. Не исключено, что немец попробует контратаковать. Ясно? Ясно, товарищ командующий. Вопрос о дальнейшем использовании тебя лично будет решен позже. В результате прорыва блокады было освобождено южное побережье Ладожского озера. Утром 7 февраля 1943 года ленинградцы встречали на финляндском вокзале первый поезд Большой Земли. Прорыв блокады совпал с великой победой на берегах Волги. Разгром фашистов под Сталинградом укрепил уверенность ленинградцев в окончательной победе над врагом. Но еще целый год Ленинград находился в осаде. И вот, наконец, наступило возмездие. 14 января 1944 года первыми нанесли удар по вражеским войскам воины 2-й ударной армии с Ораниенбаумского плацдарма.
Навстречу им с Пулковских высот устремились войска 42-й армии. 19 января войска двух армий соединились, уничтожили Петерговско-Стрельнинскую группировку противника и устремились на запад. Одновременно с войсками Ленинградского фронта развернули наступательные бои и войска Волховского фронта в направлении на Лугу. В результате 12-дневных напряженных боев Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. 27 января 1944 года над площадями и улицами города-крепости взметнулись в небо ракеты праздничного салюта в честь тех, кто освободил от вражеской блокады несгибаемый Ленинград. Трудной и жестокой была борьба советского народа с фашизмом. Война унесла 20 миллионов жизней советских людей, из них около миллиона ленинградцев. Короткой жизнью своей и смертью своей они приближали великое бессмертное дело, нашу победу. И она пришла на улицы Ленинграда.